Вы на канале «Это вкусно». В этом видео как приготовить овощное рагу да так, чтобы все просили добавку. Я называю его овощной микс. Мы запасаемся овощами, соблюдаем пропорции, не торопимся, и в итоге у вас получится настоящий кулинарный шедевр. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под этим видео, а я начну готовить. Все овощи нужно помыть и очистить. Надрежу помидоры крест-накрест и залью кипятком, чтобы потом легче было снять с них кожицу. Лук нарезаю крупной соломкой. Морковь полукольцами. Вообще не имеет особого значения, как вы нарезаете овощи. Главное, чтобы это были не очень мелкие кусочки. Перцы я взяла разных цветов для красоты блюда. Нарезаю их кубиками примерно 2 на 2 сантиметра. Все остальные овощи нарезаю такими же кусочками, как и перец, около 2 сантиметров. Еще я не смогла пройти мимо вот такой спаржевой фасоли фиолетового цвета. Чем больше ярких красок, тем лучше. Нарезаю картошку кубиками. Мелко нарезаю острый перец. Не любите острое, можете не добавлять. Измельчаю чеснок и зелень. Петрушку, укроп, кинзу, зеленый лук и базилик. Зелень добавляйте на свой вкус. Не любите кинзу, убирайте из рецепта. Осталось очистить помидоры. Я слила горячую воду и залила их на пару минут холодной. Теперь кожица с помидоров очень легко снимается. Помидоры, так же как и все, нарезаю кубиками. В большой глубокой сковороде разогреваю растительное масло. Идеально подходит для этих целей сковорода вок. Добавляю лук с морковью и на сильной мощности обжариваю минут 5-7. После того, как лук начал золотиться, отодвигаю его к краям, а в середину выкладываю картошку. Как только она немного прихватилась, перемешиваю и готовлю около 7 минут до полуготовности картошки. Времени может понадобиться чуть больше или меньше, зависит от сорта вашей картошки. Отправляю в сковороду остальные овощи: фасоль, баклажаны, сладкий перец, цукини. Перемешиваю. Переключаю мощность плиты на среднюю и сразу добавляю капусту. С капустой могут быть нюансы. Молодая капуста, как сейчас у меня, приготовится быстро, одновременно с остальными овощами. Если же ваша капуста плотная, то ее лучше добавить следом за картошкой и немного протушить. Порядок добавления овощей в этом рецепте имеет значение, как и в борще. У меня на канале есть рецепт вкуснейшего борща. В описании под видео оставлю на него ссылку. Обязательно посмотрите и приготовьте. Последними идут помидоры. Все аккуратно перемешиваю и добавляю полстакана воды. Тушу все около 15 минут. После чего добавляю соль. Молотый черный перец. Паприку и орегано. Перемешиваю. Накрываю крышкой и готовлю еще минут 10. Время от времени перемешиваю блюдо. Через 10 минут откладываю в мисочку по кусочку каждого овоща и пробую готовность, а заодно и проверяю, каких специй мне не хватило. Овощи готовы, но мне не хватило соли, поэтому я еще немного подсаливаю рагу. Осталось добавить острый перец, чеснок и зелень. Перемешиваю еще 2-3 минутки и готово. При подаче обязательно присыпаю готовое блюдо зеленью. Добавляю еще немного свежего чеснока и острого перца по вкусу. Ну а тем, кому обязательно нужно мясо, рекомендую нарезать куриное филе тоненькими брусочками и обжарить его 3-4 минуты на сковороде. Выкладываете сверху и рагу готово.
Аромат стоит на всю кухню. Здесь каждый овощ на своем месте. Вкус в балансе, а результат такая вкуснота, что без добавки еще никто не уходил. Мои любимые рецепты простых и вкусных блюд с овощами смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!